Москва и Запад дерзко обратились к Зеленскому. Германия требует Киев придержать уезжающую из Украины молодежь. Чего хочет Кремль? Детали. Подготовка Майдана в Киеве. В Украине заговорили о группировке, которая собирается устроить уличные протесты, чьи фамилии названы. Экстренный вылет Зеленского из страны. Куда, почему и зачем, что произошло? Золотой унитаз перевернулся. Орбан и МИД Украины сцепились из-за скандала в Украине. Коррупционные схемы – это эхо прошлого, к которому причастен Кремль. Громкое заявление с Банковой на фоне расследования с отмывом денег. Саакашвили просит у Зеленского спасения, от Тбилиси обвиняет Россию в срыве переговорах о территориальных вопросах. Занятия любовью лечат и заживляют раны. Новое исследование ученых. Каковы советы? Об этом не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Саакашвили просит устроить обмен и включить его в список гражданских пленных. Он написал обращение к Зеленскому из грузинской тюрьмы. Третий президент Грузии, который до ареста жил, работал в Украине и получил украинское гражданство, пишет, что его перевели из тюремной больницы обратно в исправительное учреждение, к тому же персоналу, который его и отравил. Это цитата. По словам Саакашвили, тяжелое отравление произошло в марте 2022 года, а факт токсического воздействия, как утверждает Саакашвили, подтвержден зарубежными лабораториями. В письме он подчеркивает, что считает свое уголовное преследование политически мотивированным и напрямую связанным с требованием Путина расправиться с ним. Саакашвили пишет, что новые обвинения в его адрес в саботаже в пользу вражеского государства включают цитаты заявлений украинских чиновников, включая Зеленского и советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. По его словам, это демонстрирует, что нынешние грузинские власти фактически трактуют Украину как вражескую страну. Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской областной государственной администрации, как председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями. Я знаю, что украинцы своих не бросают, и рассчитываю на вас. Грузия обвиняет Россию в срыве 65-го раунда Женевских переговоров. На официальном сайте МИД Грузии говорится, что дискуссии, которые проходили 11-12 ноября, завершились провалом. В официальном сообщении Тбилиси обвиняет представителей России и, далее цитата, ее оккупационных режимов, конец цитаты, в том, что произошел срыв обсуждения одного из ключевых вопросов переговоров. Грузинская сторона потребовала полного выполнения России соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Тбилиси также указал на ухудшение ситуации в оккупированных регионах и выразил обеспокоенность незаконной эксплуатацией аэропорта в Сухуми и запуском воздушного, железнодорожного и морского сообщения между Россией и Сухуми, говорится в сообщении. Далее главная претензия Грузии к России. Представители Российской Федерации и ее оккупационных режимов, следуя своей устоявшейся практике, вновь покинули переговорный стол по одному из ключевых пунктов повестки – возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев из оккупированных территорий в их дома. В результате, как и в предыдущие разы, 65-й раунд был также сорван. Вопрос границ не решен. Литва и Беларусь еще не пришли к общему знаменателю. В Вильнюсе высказались о возможных переговорах с Минском. Говорят, задействованы все дипломатические каналы, но ожидается первый шаг со стороны представителей Лукашенко. Действительно, все дипломатические каналы задействованы для урегулирования ситуации. И границы с Беларусью закрыты не просто так, а из-за гибридной атаки. Как только у нас появится заверение от белорусской стороны, что атаки взяты под контроль, мы примем решение об открытии границы. В Беларуси при этом заявили, что готовы к переговорам в любой момент и на любой территории. При этом накануне предупредили, что водители литовских фур, которые бросили свои автомобили на обочинах дорог, будут оштрафованы, если не перевезут грузовики на спецплощадки. Напомню, что обострение между двумя странами произошло в конце октября. Литва закрыла границу с Беларусью, заявив об угрозе безопасности из-за метеозондов, которые прилетали с территории Беларуси. В ответ Лукашенко запретил транзит литовских грузовиков
грузовиков, из-за чего в Беларуси застряли более 1000 фур, и пригрозил их конфисковать, если граница не будет открыта. Тогда же назвал действия Литвы безумным обманом и частью гибридной войны НАТО и ЕС. Литва же действия Беларуси также назвала гибридной атакой. Еврокомиссия тем временем выразила обеспокоенность из-за блокировки фур, но вводить санкции против Минска по запросу Вильнюса пока никто не собирается. Запад обратил внимание на коррупционный скандал в Украине. Зеленский же заявляет о введении санкций против своих соратников Тимура Миндича и Александра Цукермана. Украинская пресса пишет, что Миндича могут лишить украинского гражданства, а нынешние ограничения введены против него как против гражданина Израиля. Зеленский уверяет, что с начала расследования он не разговаривал с Миндичем. Bloomberg о скандале, в котором замешано ближайшее окружение Зеленского, пишет так. На фоне того, что Украина борется с масштабными отключениями электроэнергии после российских ударов по энергетической инфраструктуре, расследование усиливает общественное возмущение тем, что коррупция подрывает защиту страны от нападения. В ЕС масштабную схему с отмыванием $100 миллионов назвали чрезвычайно прискорбной. Кая Каллас намекнула Киеву, что громкое дело в энергетическом секторе должно быть вдоль и поперек расследовано, и призвала отнестись к этому максимально серьезно. Они действуют очень решительно. Места для коррупции нет. Особенно сейчас. Я имею в виду, это буквально деньги людей, которые должны идти на передовую. Я считаю, что крайне важно, чтобы они действительно продвигались в этом очень быстро и относились к этому очень серьезно. ЕС оказался в неловком положении из-за коррупционных схем в Украине. События в Киеве могут стать препятствием для Украины на пути к вступлению в ЕС. Об этом уже пишет Ла Република, вспоминая последний доклад Европейской комиссии, в котором и был акцент на том, что в Украине достигнут лишь ограниченный прогресс в борьбе с коррупцией. Расследование в Украине о группе, которая, как утверждается, получила более $100 миллионов взяток в системе, предназначенной для защиты граждан от перебоев с электричеством, вызванных российскими бомбардировками, тревожит Европу. Киеву следует развивать свою антикоррупционную систему и не допустить отката. Перевернулся золотой унитаз. Так назвал коррупционный скандал в Украине премьер Венгрии Виктор Орбан. В своем обращении к венгерскому народу он заявил, что разоблачена украинская военная мафиозная сеть, связанная с Зеленским. Именно в этот хаос брюссельцы хотят влить деньги европейских налогоплательщиков, чтобы то, что не расстреливают на фронте, украла военная мафия. Безумие. Спасибо, но мы в этом участвовать не будем. Деньги венгерских граждан мы в Украину не отправим. Лучшее для них место – здесь, дома. Только на этой неделе мы удвоили выплаты приемным родителям и приняли решение о введении 14-й пенсии. В МИД Украины уже ответили на это заявление, напомнив о прошлом самого Виктора Орбана. Лекция о коррупции от политика, который сам замешан в коррупционных скандалах и сделал свою страну самой бедной в ЕС. Нет, спасибо. В то же время на Банковой заявили, что коррупционные схемы в Украине – это эхо прошлого, в котором Кремль десятилетиями строил систему удержания Украины в зоне своего влияния. Это была цитата из поста советника главы Офиса президента Украины Подоляка. Он заявил, что сейчас Украина вышла на правильный путь. Сегодня Украина демонстрирует нетерпимость к коррупции. На уровне президента принимаются максимально быстрые и жесткие решения. Это уже совершенно не та Украина, что была 10, 15, 20 лет назад. Именно поэтому международные партнеры продолжают поддержку. Они видят реальные действия. В то же время в Украине обсуждают слова лидера партии «Братство» Корчинского, который на своем YouTube-канале заявил, что в Украине готовится новый Майдан, а его организаторами могут быть мэры нескольких городов, в частности Киева и Львова, то есть Кличко и Садового, а также Петр Порошенко. Откуда такая информация у Корчинского, он не уточнил. Друзья, под предыдущим выпуском вы оставили много комментариев по поводу коррупции. Хотел бы отметить некоторые из них. Например, один из популярных звучит так. Тех, кто ворует в военное время, можно смело назвать изменниками Родины и судить по законам военного времени. Кто-то же из вас пишет, что необходимо вспомнить об опыте КНР. Чтобы был порядок, надо поучиться у Китая, как следовать законам Конституции и наказывать коррупционеров и предателей Родины. Есть много других комментариев. Спасибо, что делитесь своим мнением, эмоциями, взглядами. Но говорю вам всем спасибо и за вашу поддержку в виде лайка. Для меня это ценно и важно. Каждому из вас спасибо. Благодарен этим зрителям, кто без всякого моего призыва стал спонсором, нажав на кнопку под видео. Не забудьте подписаться, а я продолжаю.
Отступать или удерживать позиции – это решение генералов ВСУ. Такое заявление сделал Зеленский. Он уверяет, что поддержит любое решение командиров. Заявление прозвучало в интервью Bloomberg на фоне непростой ситуации на Покровском направлении. Кроме того, Запад обратился к Зеленскому. Требование – увеличения мобилизации. В Киеве говорят, что пока ищут баланс. Это общество, люди. Им нужно работать, платить налоги. Эти деньги идут в армию. Нужно находить баланс. Поэтому я реагирую в рамках военной необходимости. Да, солдаты поднимают этот вопрос. И партнеры тоже. Но партнеры не на поле боя. Поэтому, при всем уважении, я сказал, что решение нашей армии – мобилизовать около 30 тысяч в месяц. Система сейчас так и работает. Еще одно обращение с Запада прозвучало из уст Мерца. Требование также резкое. Немецкий канцлер попросил Зеленского, чтобы молодежь, которые открыли границы, не ехала в Германию, а воевала в Украине. Сегодня в продолжительном телефонном разговоре я попросил украинского президента позаботиться о том, чтобы прежде всего молодые мужчины из Украины не приезжали в Германию в большом количестве, в растущем количестве, а проходили службу в своей стране. Там они нужны, а в Германии объем социальных выплат для этих беженцев будет таким, что стимулы к трудоустройству будут выше, чем стимул оставаться в системе соцвыплат. Зеленский экстренно готовится улететь из страны. О срочном визите пишет пресса. Маршрут, как заявляется, в Грецию. Киев запрашивает у Афин экстренную помощь. 2 из 6 систем Patriot, которые есть у страны, а также абсолютно все истребители «Мираж». Визит начнется уже в это воскресенье. Причина такой спешки – исчерпание запасов. Украина осталась или близка к исчерпанию запасов зенитных ракет, особенно Patriot, поскольку каждую неделю они запускаются десятками для борьбы с российскими беспилотниками. Греция уже передала Киеву огромные объемы вооружений и боеприпасов. Все из складов греческой армии на островах. В России же тем временем обратились к Киеву. Москва заявляет одновременно о готовности к миру и о продолжении боев с целью достижения российских целей. Кроме того, у Путина решили отправить Зеленскому послание на фоне недавнего заявления МИД Украины о том, что переговоры между Москвой и Киевом прекращены из-за того, что зашли в тупик. На фоне таких заявлений должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций. Эти позиции у киевского режима изо дня в день ухудшатся. В ночь с четверга на пятницу Россия совершила массированную атаку по Украине. Днем 13 ноября украинские медиа писали о появлении в небе над столицей разведдрона Гербера и предупреждали о возможном ударе по энергетическим объектам. Уже вечером полетели первые стаи дронов. Основная масса на Киев и Киевскую область. По сообщениям мониторинговых каналов, на Белоцерковскую и Киевскую ТЭЦ. После РФ совершила пуски калибров из акватории Черного моря. А уже за полночь были подняты и МиГ-31К, носители кинжалов. Ракеты также летели на столицу. Кличко сообщил о пожарах в нескольких районах и падениях обломков. Горели многоэтажные дома, автомобили, сообщалось о пострадавших. После РФ применила еще и баллистику. Параллельно с этим ответные удары Украина наносила по Новороссийску, в частности по экспортному нефтяному терминалу Шесхарис. Молодая кровь будет найдена. Германия делает резкий разворот в оборонной политике. Правящая коалиция согласовала масштабную реформу военной службы. С 1 января 2026 года все мужчины старше 18 лет будут обязаны пройти регистрацию, медосмотр и заполнить подробную анкету о готовности служить. Если добровольцев окажется недостаточно для выполнения обязательств перед НАТО, Бундестаг сможет включить механизм воинской обязанности по необходимости. Около 700 тысяч молодых людей уже в начале следующего года получат письма с требованием пройти эту регистрацию. Такие же письма могут получить и женщины, но им отвечать на них не обязательно. Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, Европа ждет от Германии не только денег и оружия, но и людей. В НАТО же решение Берлина приветствовали, заявив, что рады возможному пополнению вооруженных сил Альянса. Знаете, каждая страна сама решает, как решать вопрос о привлечении достаточного числа мужчин и женщин на военную службу, но я очень рад услышать, что коалиция здесь, в Германии, как я понимаю, достигла соглашения о дальнейшем пути. И это очень важно – наличие политического соглашения. Так что каждая страна вправе решать это сама. Но, очевидно, как генсек НАТО я всегда рад, когда принимаются решения, которые позволяют привлечь больше людей в наши вооруженные силы. В хорватской Истрии начался сезон трюфелей, но охотники бьют тревогу. Климат все сильнее угрожает самому дорогому грибному деликатесу в мире. Засуха останавливает рост трюфелей, а проливные дожди превращают их в гниющую массу еще в земле. Рестораны строят меню вокруг белого трюфеля, но находить его становится все труднее, хотя именно этот гриб
Куш для охотников. За килограмм они могут получить целое состояние. Спрос на грибы растет, и по данным Ассоциации истрийских трюфелей, объемы добычи увеличиваются, поскольку охотники открывают новые территории. И все же главный враг трюфельного рая сегодня – это изменившийся климат. Для поиска, кстати, используют специально обученных собак. Белый трюфель нельзя никаким образом выращивать, поэтому он очень редкий и очень труднодоступен. Поэтому его цена заоблачная. Она может достигать до 6000-7000 евро за килограмм, в то время как цена черного трюфеля варьируется. В настоящее время это 700 евро за килограмм. И напоследок совет от ученых. Занятия любовью лечат и заживляют раны. Об интересном эксперименте пишет издание New Scientist. Новое исследование показало, что раны заживают быстрее, когда люди сочетают окситоциновый назальный спрей с теплым интимным общением, от прикосновений до постельных игр. Ученые нанесли легкие раны 80 парам и разделили их на 4 группы, чтобы понять, что именно влияет на скорость восстановления. Одних просили дважды в день использовать окситоциновый спрей и несколько раз в неделю выполнять специальное упражнение, беседовать с партнером, благодарить, говорить комплименты и не забывать о близости. Другие использовали только спрей, третьим давали исключительно разговорное упражнение вместе с плацебо, четвертые не делали ни того, ни другого. Оказалось, что спрей сам по себе не ускоряет заживление, как и одно лишь упражнение по выражению признательности партнеру. Небольшой эффект появлялся только при их сочетании, но самый сильный результат был у тех пар, которые в течение недели были максимально близки с партнером. Держались за руки, обнимались, занимались любовью. У них снижался уровень кортизола, гормона стресса, который ухудшает иммунный ответ. Друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.